Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо у Санчо. Сегодня будет простое, обычное видео. Шашлык, причем без всяких изяществ. Я уверен, что вы уже все шашлыки поперепробовали точно так же, как и я. Любые маринады. Но как же обойтись без старой советской классики? Немного доработанный рецепт. Это рецепт моей бабушки. Он восхитительный, этот рецепт. Если же вы не пробовали, хотя наверняка вы такой рецепт пробовали, то готовьте и пробуйте. Короче, я сегодня готовлю, а вы ставите лайки, пишите комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Ведь у нас на канале очень много всего и дальше будет только лучше. Берем кусочек свиной шеи. Ведь шея будет посочнее. Хотя, в принципе, этот маринад подходит под любое мясо. Вот эти вот части я всегда удаляю. Мне не нравится жир, хотя жирок много кто оставляет. Мясо получается посочнее, но я стараюсь от всего этого избавиться. От всех прожилок. Прожилки, которые есть в мясе, я их оставляю. Тем самым шашлык становится сочнее. А вот эти вот все жирки я удаляю. Вот у меня и отходы получились. И нарезаем его приблизительно. Кстати, я хотел сказать, что я обычно мясо режу достаточно крупно, и тогда у меня получается сочно. А вот здесь как раз фишка наоборот. Нарезаем маленькие кусочки. Так делает бабушка, поэтому повторяем ее рецепт. Берем приблизительно 2 пальца. Вот такие вот стейки нарезаем. А из них уже делаем кусочки. Вот он. Я скажу, что это небольшой кусочек. И этот напополам. То есть приблизительно сантиметра 3 на 3 кусочки. А я обычно делаю 4-5 где-то. Нарезали мясо и отправляем сразу же сюда обычный лук полукольцами. Кстати, если что, я забегаю чуть вперед, но у меня есть обычный столовый уксус. Я уверен, будут комментарии: опять уксус, в уксусе мариновать нельзя. Нужно, даже можно, и ничего страшного. Мясо это не сушит, мясо это не убивает, а только получается вкуснее. Поэтому, да вообще, вы в детстве сами вспомните, родители делали с уксусом, и было же вкусно. Так что делаем. И, кстати, напишите в комментариях, какой же ваш любимый маринад. Я уже несколько раз говорил, какой мой любимый. Это, конечно же, классика. И на апельсине. Шашлык на апельсине, если что, у меня есть на канале. Ну и вот здесь вот ссылочка появится. Проходите, смотрите, потому что, это какой-то необыкновенный, прям ароматный шашлык получается. Лука я возьму 3 больших головки. Нарезанный лук отправляем к мясу, особо его здесь не жамкаем. Все это посолим, перемешаем, и он отдаст свой сок. Мариновать я буду не час, это не такой прям быстрый маринад, и у меня сегодня есть время, поэтому отлично. Специи для мяса ваши какие-нибудь любимые добавляем по вкусу. А вот здесь вот фишечка. Добавляем 1,5 чайной ложки, даже 2 можно, сахара, сахарного песка. Соль по вкусу. Черный молотый перец. Немного лимончика. Выдавливаем сюда сок. И оставляем его там же. И сверху чуть-чуть сбрызгиваем это все уксусом. Можно где-то 3 столовые ложечки. Теперь заворачиваем рукава и начинаем это все перемешивать. Жамкаем, потому что лук начнет отдавать сок. И чтобы было сочнее, заливаем это все одним, где-то 250 мл воды, обычной воды. Так, чтобы ее чуть-чуть было на дне. Кстати, кто-то когда-то делал, в принципе, и на минералке. Но вот этот рецепт с водой. Теперь это все убираем. Можно, кстати, мясо попробовать на соль, перец. Если всего достаточно, убираем это в теплое помещение на 4 часа. Ну а далее приступим к жарке. Друзья, обучать, как насаживать, я не буду. Но смотрите, чтобы все шампура, ничего нигде не свисало. Вот так должно быть насажено. И отправляем на хорошо разогретые угли.
но чтобы без пламени было. И чтобы они чуть-чуть прогорели. Сначала жарим на хорошем жаре, запечатываем мясо со всех сторон. Вот, смотрим, уже начинает появляться корочка, значит переворачиваем на вторую сторону. И поджариваем с этой стороны. А лучок можно взять и подъесть. Не забываем также бачки вот эти вот прожарить. Друзья, и посмотрите, вот он, потрясающий, хороший шашлычок. И сверху все это можно посыпать луком. Вот знаете, как в шашлычный подают? Вот я сегодня сделал такой же. Кстати, если хотите узнать рецепт, пишите мне комментарии, а я сниму для вас видео. А пробовать я буду, как по советской классике. Шампура, лучок немного скинем. Это очень сочно, очень вкусно. И, конечно же, лучок. Друзья, лучок получается немного кисленький. Я очень люблю этот рецепт шашлыка. Готовьте вместе с нами, подписывайтесь на наш канал. А я с вами попрощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Пока.